Добро пожаловать в самый короткий отрезок палеозойской эры, продлившийся немногим более 20 миллионов лет. Несмотря на свою малую протяженность, эта эпоха была ознаменована множеством ключевых событий в животном и растительном мире, определивших дальнейший путь жизни на Земле. Такими как появление настоящих рыб, возникновение высших растений и завоевание суши первыми сухопутными членистоногими. Ну а для того, чтобы взглянуть на все эти события собственными глазами, нам с тобой придется совершить путешествие на 430 миллионов лет назад. Пристегивай ремни безопасности, нажимай кнопку запуска лайком и погнали! В этот раз наша машина времени приземлилась на берегу теплого Силурийского моря, а значит, наше знакомство с этим миром начнется с исследования подводных глубин. В результате большого вымирания, начавшегося в конце Ордовика и продлившегося в Силуре, более 60% всех морских обитателей кануло в лету. Уже сейчас ты своим зорким взглядом исследователя можешь заметить потери. В первую очередь бросается в глаза отсутствие гигантских головоногих из отряда эндоцерид – артаконов. Многометровые колоссальные тени этих исполинских созданий более не наводят страх на мирных обитателей океана. Их силурийские последователи артоцеросы уже не столь впечатляют своими размерами, хотя по-прежнему это сильные и опасные хищники, отдельные представители которых достигают 3-метровой длины. Помимо размеров, артоцеросы отличаются от своих гигантских предков прямой конической раковиной вместо спиралевидной. Немалые потери понесли в Силурии и иглокожие. Вымирают практически все виды эокрионеидей и цистоидей. Но зато, будто почувствовав освободившиеся вакансии в экологической нише, бурным ростом своего разнообразия взрываются морские лилии и граптолиты. Не оставят тебя равнодушными освоившиеся коралловые полипы. Именно в Силуре возникают первые по-настоящему грандиозные коралловые рифы. Протяженность некоторых из них составляет более 1000 километров. Эти гигантские образования – результат совместной деятельности полипов из подклассов ругоз и табулят, а также губкообразных строматопороидей. Объединяясь небольшими группами, эти существа срастались вместе и образовывали целые колонии. В процессе развития таких колоний старые организмы отмирали, оставляя после себя слои коралловых известняков. Эти известняки пропитывались растворенными в морской воде солями, со временем превращаясь в прочные породы. Так что можешь смело натягивать водолазную маску на лицо и предаваться созерцательному изучению величественных подводных конструкций. Кстати, надев маску, не забудь захватить гарпун, ведь в Силуре у тебя есть возможность полакомиться самой настоящей рыбой, хоть и доисторической. В морях того времени появляется множество первых челюстноротых позвоночных, попросту говоря, рыб. Эпоха их рассвета придется на Девонский период спустя 500 миллионов лет, однако уже сейчас эти создания способны удивить своим разнообразием. Основная их масса представлена плакодермами, пластинокожими или, как их называли ранее, панцирными рыбами. Это были странного вида животные, голова и передняя часть туловища которых защищалась особыми дермальными пластинами – тессерами, создавая подобие латного доспеха. Хотя можно с уверенностью говорить о наличии челюстного аппарата у плакодерм, его устройство сильно отличалось от строения челюстей современных рыб. Единственным исключением является энтелогнатус, имеющий зубную кость, которая обладает все высшие организмы, включая человека. Большинство силурийских плакодерм – безобидные животные небольших размеров до 30-40 см, питающиеся детритом и мелкими беспозвоночными. Зарождаются в Силурии и первые хищные рыбы – акантоды. Конечно, до своих девонских сородичей монстров им далеко, и взглянув на акантонду, ты первым делом подумаешь не о смертельной опасности, а о том, сколько таких хищников придется уложить на сковородку, дабы умерить урчание в твоем животе. Но тем не менее, это самые настоящие хищники. Их пасти способны раскрываться под широким углом, а челюсти усеяны множеством игольчатых зубов. Тело акантод было покрыто мелкими чешуйками, встроенными в линии, почти как у современных рыб. Еще одной интересной особенностью акантод являлось то, что эти животные сочетали в себе признаки как хрящевых, так и костистых рыб. Их хрящевой скелет в отдельных местах преобразовывался в окостеневшие структуры. Создается впечатление, будто в тот момент сама природа находилась на распутье и не могла решить, к какой же форме существования все-таки переходить. Однако настоящими хозяевами силурийских морей по-прежнему остаются грозные ракоскорпионы. Со времен Ордовика эти жуткие твари ничуть не уменьшились в размерах, а некоторые виды стали обитать в пресных водоемах и даже обзавелись способностью выползать на сушу. Наиболее ярким примером такого чудовища является стилонурус, появившийся в конце Силура и достигавший длины в 2,5 метра.
Поэтому, если ты все еще приятно проводишь время в теплой воде Силурийского моря, предаваясь рыбной ловле, не забывай, что помимо тебя тут есть и другие охотники за живой добычей, причем куда более страшные. Вдыхать воздух полной грудью и наслаждаться жизнью здесь в силурийском периоде по-прежнему будет проблематично. Маловато кислорода, около 16-17%, но это еще полбеды. Избыток углекислого газа с показателем в 7% от общего содержания газа в воздухе вот что по-настоящему не позволит тебе нормально дышать без кислородной маски, по крайней мере длительное время. А вот с температурой все вполне нормально. К концу Силура уровень средней температуры на планете находился на отметке 20 градусов Цельсия. Хотя в начале периода во время ордовикско-силурийского оледенения климат был куда холоднее, а значительная часть Гондваны была покрыта ледяным щитом. Поэтому, если ты все же решишь отправить машину времени в ранний Силур, настоятельно советую запастись теплой зимней одеждой, калорийной едой и баллонами для газовой горелки. По-прежнему продолжается сближение континентов, сопровождающееся закрытием океанических бассейнов и сильными колебаниями уровня моря. К концу периода сталкиваются палеоконтиненты Лаврентия, Балтика и Авалония, что приводит к закрытию древнего океана Япетус и возникновению нового крупного континента Лаврусии, который немного позднее сблизится с Гондваной, вызвав космополитизм, то есть повсеместное распространение бентосной фауны. Подобная геологическая активность порождает цепь интенсивных горообразований, известных как эпоха каледонской складчатости, и становится причиной повышения магматизма, вследствие которого образуется множество месторождений полезных ископаемых – марганцев, фосфоритов, каменной соли, хромитов и железных руд. На территории современной России и Казахстана формируются большие залежи золота. Но не стоит алчно поблескивать глазами и озираться по сторонам в поисках золотых жил. Обнаружение и добыча презренного металла в доисторической глуши – непосильная задача для одного человека. Да и не за этим мы сюда прибыли. Одним из важнейших событий, начавшихся в Силуре, стала так называемая Силурийская Девонская наземная революция. Грандиозная по своим масштабам диверсификация, положившая начало множества групп наземных растений и грибов и давшая старт колонизации суши. Первопроходцами в этом нелегком деле стали грибы-прототокситы, на то время существенно превосходившие в размерах любые растения. Это один из самых крупных организмов силурийской эпохи. Прототокситы представляли собой цилиндрические образования, достигающие 9 метров в высоту и почти 1,5 метра в диаметре. Они имели трубчатую структуру, на срезах которой можно наблюдать кольца, подобные годичным кольцам деревьев. Современные ученые относят прототокситы к высшим грибам, однако не совсем понятно, каким образом питались эти гиганты. Ведь образовывать микоризу, то есть симбиотическую ассоциацию мицелия гриба с корнями высших растений, им было не с кем. Выдвигается гипотеза о том, что в роли высших растений могли выступать нематофитовые водоросли, но пока это всего лишь предположение. И да, не стоит испытывать на себе гастрономические качества этих гигантов. Грибы – пища тяжелая, трудноусвояемая и содержащая крайне мало питательных веществ. И поедать малоизученные доисторические грибы с определенной степенью вероятности, содержащие определенные токсины, явно не стоит. Что же касается растительных форм жизни, то еще в Ордовике на сушу стали потихоньку перебираться мхи. А к середине Силура этот шаг сделали первые сосудистые растения из рода куксоний и эохостимел. Ближе к концу периода появляются первые плауновидные. В то время флора была приблизительно одинаковой на всех континентах, и лишь со временем, с момента образования большого числа вулканических островов в океане Рейкум, начали появляться всевозможные растения-эндемики. Практически все представители силурийской формы в сравнении с современными растениями покажутся тебе карликами-недоростками, так как самым высоким растением того времени принято считать Тичавекия грандис, чей рост составлял максимум 13 сантиметров. Да, это явно не мамонтово дерево. Силурийская революция окончательно разделила зеленое царство на низшие виды, то есть зеленые и хоровые водоросли, и высшие сосудистые растения. Выход на сушу подтолкнул новоиспеченных конкискадоров обзавестись особыми спорами с плотной оболочкой, дабы не зависеть от большого количества влаги при размножении. Сосудистыми эти виды растений называются из-за особого устройства клеточной ткани, напоминающей по структуре тонкие трубки или сосуды, по которым разносятся необходимые для жизнедеятельности вещества. Трубки эти представлены двумя типами – ксилемой, доставляющей воду и минералы к центрам фотосинтеза, и флоэмой, по которой продукты фотосинтеза распространяются по всему растению.
Освоение суши растениями стало своего рода подготовительным этапом к выходу из моря представителей животного царства. Ведь именно растения перерабатывают углекислый газ в кислород, играют ведущую роль в почвообразовании и создают мощную пищевую базу для всех видов животных. Возможно, ты удивишься, но в силурийском периоде не только растения и грибы рискнули сделать шаг навстречу неизвестности и принялись осваивать безвидные сухопутные пространства. Вместе с ними отважными первопроходцами выступили и братья наши меньшие, а конкретно панцирные паукообразные из отряда тригонотарбов. Эти небольшие арахниды во многом напоминают современных пауков, за исключением сегментированного тельца и неспособности вырабатывать паутину. Хотя более поздние виды тригонотарбов успешно прокачали и этот перк. У самых ранних видов, живших в Силуре, полностью отсутствуют хелицеры – ротовые придатки, снабженные ядовитыми железами, что позволяет сделать вывод о том, что пауки эти были не ядовиты. Не отставать от своих восьминогих сородичей решили и многоножки. В 2004 году в силурийских отложениях на острове Керера, неподалеку от берегов Шотландии, были обнаружены окаменелые останки многоножек из рода Пневмодесмус, возраст которых определили в 425 миллионов лет. Возможно, ты спросишь, а чем же питались все эти пауки и многоножки, если они первыми вышли на сушу? Травку они щипать вряд ли бы стали. Пока палеонтологи не могут ничего сказать по этому поводу. Скорее всего, существовали еще более ранние сухопутные организмы, служившие им пищей, но таких ученые пока не обнаружили. Возможно, ты знаешь и всегда можешь написать об этом в комментариях. А возвращаясь назад к машине времени, внимательно смотри под ноги и не раздави случайно какого-нибудь маленького обитателя силурийского мира, ведь от этого неприметного создания тянутся в наши дни целые вереницы поколения живых существ.